Всем привет! Мы в Стокгольме на PGL Major, и рядом со мной один из игроков команды Virtus.pro, капитан этой команды Джейм. Жека, привет, спасибо, что присоединился, и поздравляю тебя с проходом на этот мажор. У вас был такой очень сложный путь. Скажи, как вообще, как у тебя сейчас состояние, как настроен на этом мажоре, как вообще себя чувствуешь? Спасибо, привет. Состояние конкретно сейчас у меня не особо хорошее. Я не так много спал в последнее время. Но мы готовились с командой, потому что настрой у нас хороший. Ну, как бы свежая кровь, новые силы, Мгм. уже вера во что-то большее. Глобальные цели у нас сейчас. Ну, я надеюсь, что получится выспаться сегодня получше. И сразу же спрошу у тебя про вашу новую кровь. Недавно к вам присоединился Флит. Можешь поделиться своими первыми впечатлениями от него? Это очень талантливый игрок. Ну, быстро впитывает какие-то вещи. Для него, ну, на него слишком много информации сейчас свалилось. Но я думаю, он правильно фильтрует и что надо берет, что надо пока, ну, как бы не трогает. Мгм. Очень сильный индивидуальный игрок. Стрельба там и так далее, вся микро. А вы его полностью встраиваете на роли Санджи, то есть ничего не меняете ради него в команде? То есть он полностью вот пытается подстроиться по то, как вы привыкли играть? Нет, в команду, когда приходит новый игрок, ты уже стараешься заранее менять, потому что уже команда по-старому играть не сможет, и мы пытаемся, чтобы всем было комфортно. Но опять же, это турнир, и времени, чтобы все карты, все сделать, чтобы всем удобно, нет. Но не на всех ролях он играет санжирных. Некоторые роли забрали те, кто хотел забрать, там, допустим, некоторые санжирные роли. Некоторые роли, ну, распределилось все, чтобы немного было новых, чтобы мы успели. Но, опять же, время еще должно пройти. Может быть, это не, ну, не та система, в которой всем будет комфортно играть, и мы в ней будем, например, плохо играть. А сколько вы вообще успели потренироваться с Флитом перед мажором? Не так, чтобы много, то есть, но я думаю, этого достаточно, чтобы выигрывать. То есть каких-то оправданий по поводу «да, мы не сыгрались, у нас не было времени» нет. Ну, то Мгм. есть их не должно быть. Ну, особенно учитывая то, что вы сами как бы как команда сделали эту замену, а не то, что это было как-то сильно вынуждено, так что, да, звучит логично. Я не могу не спросить про замену Санджи. У комьюнити есть явно какое-то недовольство, наверное, этой ситуации, потому что есть такое мнение, что Санжар очень жертвующий собой игрок, который много чего делал для команды, и у людей есть впечатление, что команде будет очень сложно без этого, и поэтому почему вообще собственно, его убрали. Можешь как-то это прокомментировать, насколько вам сложно будет без таких вот самопожертвований Санжара? Но я рад, на самом деле, что комьюнити защищает Санджи. Ну, в какой-то веке все встали на его сторону, потому что за все это время очень много было негатива и в его сторону, и в команду. Ну, конечно, мы и все профессиональные команды, которые как-то разбираются, они все прекрасно понимают. И тот вклад, ну, в команду, он был полноценный. То есть, но разные игроки, разная система. То есть до этого у нас были другие составы, и там были другие системы. В этом составе была, ну, такая система, мы так ее выстроили, чтобы, ну, тут все для результата максимального. И если надо, то я буду там жертвовать чем-то своим комфортом. И кикер, бустер, ну, все для того, чтобы победить. Нет такого, что вообще, ну, кто-то рассматривает импакт отдельного игрока отдельно. Если в команда плохо играет, неважно, сколько ты там набил и так далее. Ну, это очевидная вещь, поэтому, ну, просто результаты самое главное, и мы будем все делать, чтобы их добиваться. А считаешь ли ты, что Санже нужно поменять свой плейстайл и, может быть, больше играть на себя для того, чтобы уверенно продолжать играть на тир-1 уровне, или он может продолжать играть вот в своем привычном для себя стиле, и это будет актуально в какой-то другой команде? Все зависит от того, куда он попадет, и я думаю, он сможет сыграть, ну, на любой роли. Он очень опытный игрок, мы очень много тренировались, разбирали. И, ну, смотря, конечно, куда он придет, в какую команду, но если брать команды ниже, нашей нынешней, мне кажется, он справится на любой роли и будет, ну, вот, тем опытным человеком, который может все сделать на карте. Мгм. А вот не вдаваясь в подробности, в которые не хочешь вдаваться, можешь чуть приоткрыть занавес, кто вот в основном принимал решение по этой замене? Это руководство, это тренер, или и влияли ли игроки вообще на процесс этой замены? Ну, в целом, не будет такого, я думаю, что только руководство принимает решение. Но, опять же, не было такого, что кто-то там продавил свое Мгм. мнение и так далее. Нет,
каждый игрок высказывает свое мнение по поводу того, что нам не хватает и так далее. И в целом потом уже принимается решение ЦЕО. То есть, опять же, пришли с вопросами, что, как, есть ли вариант, вот такое у нас есть, нам надо как-то дальше идти. То, что процесс стагнации, деградации, мы ничего не можем сделать с этим. Ну, там разные причины. То есть всем плевать, почему мы так играем, какие у нас состояния, какое у нас здоровье, но проблема есть, ее надо как-то решить, и мы ничего не можем с этим сделать. И в конце факторы все собираются, и принимается решение уже, ну, не командой, а руководством. А вот, кстати, Флита, это вы предложили руководству то, что ладно, если уж менять, вот у нас есть, вот предлагаем такого, или это руководство пришло с тем, что у нас есть вариант взять Флита? Как? Кандидаты на замену, они всегда на поверхности, и их очень мало. И, например, и Киндер, Флит, это те игроки, которых мы еще говорили, 3 года назад, 4, когда все их хотели взять, просто не было возможности. Поэтому они всегда были, и даже, может, когда в «Авангарде» мы были, мы тоже не говорили, но нет возможности, байауты, контракты, чемпионаты. Поэтому как таковых прям мы открыли глаза, руководства не было, потому что такие игроки, их мало. То есть Флит — это человек 1200 карт на ШЛТВ, играет 6 лет на про-уровне, а кто еще есть? Все, нет таких. Да, действительно, не так много вариантов есть для усиления таким командам, как вы. В целом, логично. Ты упомянул Екиндера. Давай как раз задам пару вопросов про него. Во-первых, как он отреагировал на новость о том, что не будет стикеров на этом этапе? Он как-то заметно расстроился или так, нормально? Я думаю, он просто это мы заметно расстроились, потому что он не знает, что за них дают большие деньги. А так ему все равно, я думаю, на эти стикеры. И цель, да не стикеры, как мы ставим перед командой. То есть цель победить, а там уже даже второе место уже это на понижение уже идет у нас результат. Окей, а вот еще касательно Марека, есть такое тоже касательно рубрика «Мнение из комьюнити» о том, что ваша команда очень сильно зависит от Екиндера, от его перформанса, потому что в целом у него, как по мне, какие-то нереальные статы, как для райфлера и энтрифрагера бывают, и складывается ощущение у людей, что если у Марека хороший день, и он жестко вырубает, находит энтри, то вы можете победить в целом плюс-минус любую команду. Если же у него не лучший день, то вы сильно от этого зависимы, и вам сложно. Можешь как-то это прокомментировать? Действительно ли вы так сильно зависимы от Екиндера или нет? Во-первых, там стандартная фраза: мы зависим от любого игрока и от любого. То есть если один человек будет не в хорошем настроении, то будет тоже тяжеловато. Но объективно у Марика большинство ролей на отжирание зон, скучная терминология КС, но да, у него просто роли, и наш дефолт повязан на том, что он занимает зоны. Если у него не идет игра, а если у него не идет игра, значит его убивают, и мы играем в меньшинстве. А шанс того, что выигрываешь 4 в 5, он 20-10%. Это очевидно, что так. Но говорить о том, что это суперстар, вокруг которого крутится команда, нет. В нашей команде, в принципе, я думаю, плюс-минус равномерно распределены обязанности, и Вертиго, Инферно, например, на отжирание зон, Кикерт. Поэтому я думаю, и параллель еще, он просто сильный игрок тоже. То есть даже с учетом ролей, которые у него есть, таких игроков тоже мало, которые способны сверхроль делать. То есть, например, Инферно Банан постоянно за КТ отжимать и с плюс положительной статистикой выходить. Таких тоже нет. Поэтому тут что-то вместе. Да, в целом понимаю, о чем ты говоришь, потому что играл с ним в команде, и у меня тоже было ощущение, что когда есть игрок типа Марека, вообще намного проще играть, потому что ты понимаешь, он может пойти что-то сделать свое, у него будет это часто получаться. Но опять же, это еще от системы зависит. Я тоже уже поиграл с разными игроками, и на разных ролях разные игроки играют по-разному, и в целом мы играем так, что приносит результат. Слушай, хочу у тебя спросить про последний патч в CS, а конкретно про обновление с гранатами. Мне кажется, вы одни из первых команд, которые активно начали это использовать в атаке. При разных выходах вы часто дропаете гранаты, чтобы удобно как-то засетапить заход, поэтому буду обращаться к вам как к экспертам по гранатам, по современной мете. Насколько, по-твоему, вот эта обнова с гранатами значительно что-то меняет? Потому что есть мнение, что это очень сильно бустит КТ, есть мнение, что это не особо значимо. Вот как, по-твоему? По-моему, это большой буст и новый этап развития КС. В плане, что любой раунд, который есть,
закидка Мираж и так далее. Раньше было там 12 вариаций этого всего и разных исходов в разные тайминги, ну не 12, даже больше, ну 50. С учетом того, что дропаешь гранаты, их сейчас там 150, 200. Но из-за того, что это обнову тебе дают за 2 недели, ни одна команда не будет сидеть и начинать думать о том, как это нам реализовывать. Уже есть какие-то модели игры у команд, и они, ну, их будут придерживаться, и лучше будут оттачивать их, чем создавать что-то новое. Что-то новое там из раундов, то, что человеку дропают 4 флешки, и он там накидывает их, там, например, НИПы это сделал этот раунд. Понятно, там это, ну, ты минимум час тратишь на то, чтобы это все придумать, разобрать, кому что, чтобы все запомнили, но этого времени сейчас ни у кого нет. Но в будущем, я думаю, будет много разных интересных вещей. А по поводу баланса, там, КТ, в целом, я думаю, что сейчас исчезает, ну, понятие того, там, у кого где смоки, куда можно зайти, не зайти. Сейчас можно тоже придумать разные модели дефенса от того, что ты дропаешь там 2 набора на Б, на Инферно, стоишь 4А, в тайминг там пушишь и так далее. Там можно найти какие-то споты, чтобы человек с одного спота накидывал флешки по всей карте. На том же Инферно там можно с КТ-спауна накидывать и на Б, и на зелень. Ну и на всех картах этого миллион. И это значит, что это очень круто для КТ в первую очередь, или это нельзя сделать такой вывод? Ну, время должно показать, в чью сторону баланс будет работать. И те идеи, мы сейчас не знаем идей, которые есть сейчас. Да, наверное, КТ в балансе, но, ну, как бы у них преимущество. Ну, потому что теры еще не реализовали, ну, допустим, там банальная идея, сейчас оставляешь одного человека, кидаешь смог первый, кидаешь смог с дилеем в 5 секунд второй, КТ думает, что, это фейк, но ты идешь туда. Ну, такие всякие майнгеймсы, их как бы миллиард можно придумать, но кто как их будет реализовывать, еще, ну, непонятно. А есть ли у вас, ну я понимаю, что мало времени было, но увидим ли мы что-то от Virtus.pro на мажоре с использованием гранат, чего мы еще вообще не видели в официалках, какие-то особые фишечки? Я думаю, нет. Нет? Ну, что-то простое, там, мне не нужны гранаты, заберите, я выхожу первый, ну, что-то такое. Ну и в целом ты рассчитываешь, что команды в целом не готовы еще показывать что-то сверх, да, то есть мы ничего особого на мажоре там не увидим. Ну, я думаю, старая игра будет. Команды, которые долго играют вместе, там Гамбит, Нави, у них есть время что-то придумать прикольное. Но это все сразу, конечно, у них все заберут. Как и у Нипов этот раунд, когда вы увидели, уже играем праки, ну там все уже бросают эти наборы. Я вообще удивился, зачем они показали это на том турнире, потому что раунд имбовый, по-моему, вот на оверпассе вот эта раскидка, не лучше ли его было на мажах засейвить и тут всех удивить, бац, халявный раунд. Да, с одной стороны, а с другой стороны, они просто, может, у них много таких идей. И опять же, вот мы играем, и нам уже туда хая кидают, чтобы гранаты отлетели с того спота. О, начинается уже такая. Да, какая-то уже такая тема. Класс, очень прикольно. Ну вот это мне нравится вообще, то, что в CS такой какой-то движ происходит, что-то новенькое, но нравится ли тебе то, что это за такой промежуток времени перед мажором? Может, как-то хотелось бы больше времени подготовиться? Ну, этот вопрос по поводу там, что все матчи должны быть best of 3, чтобы было справедливо, чтобы не меняли карты, но, как показалась история, перед прошлым мажором Вертига добавили, просто вот так за 2 недели на. Ну, это реальность такая, какая она есть, и мы должны просто с ней смириться и делать максимум. На одних ауги, потом крики. И если ты не подстроился, ты, ну, как бы проигрываешь. Но если посмотреть на доту, то там патчи как бы тебе за 2 месяца дают, и ты должен на их, кто их лучше изучит, то больше потратить времени, тот и выиграет. Просто там они в целом патчи чаще происходят. Тут в CS ничего нет, а потом такой бац, ну мажор скоро, давайте подстраиваться. Да, но я думаю, суть вообще смысла в патчах, потому что когда ты играешь Мираж, даже на фейсите люди играют 1000 миражей, и ну там в целом ничего не меняется, и тот буст у про-команд, там это тренировочный процесс, то, что они там тренируются каждый день, это роляет, когда новая информация, ты быстро обрабатываешь. Когда у тебя все старое, то капитаны в Counter-Strike могут по 15 лет колить свои стратегии, как это было, там с 1.6 приносят, и это до сих пор работает, и ничего с этим не сделаешь, потому что игра в целом не меняется. Ну да, на Дасте просто ты играешь дефолтик, занимаешь зик, потом делаешь просто раскидку зик, и в целом работает, что 15 лет назад, что сейчас, только чуть гранаты там меняешь. Ты упомянул прошлый мажор. Давай как раз вкратце к нему вернемся. Можешь вспомнить, это было чуть больше 2 лет назад вообще, как ты себя ощущал? Вы дошли тогда до финала. Насколько верилось, что это вообще происходит? Как ты себя тогда чувствовал? Насколько сильно эмоции бурлили? Или ты вообще вот как-то закрыто, не давал выход эмоциям?
Я думаю, мои мысли были, что тогда, что сейчас. Я лично устал, сильно был истощен эмоционально, и, наверное, где-то это мне дало какие-то преимущества и плюсы. То есть моя задача была просто делать то, что я делаю, и там уже дальше команда моя то же самое делала, и какой-то, матч за матчем выигрывали, соперники играли хуже, тот же самый InSpirit, я думаю, вот этот вайб того, даже то, что не ты там не дьявол, демон, который разрушает команды, а ты просто, играешь как обычно, а другие команды ломаются. Вот, кстати, у меня было такое впечатление от вас, от единственной команды в СНГ, с кем я вот так вот сталкивался, которые так были еще на минорах, когда вы в Авангард играли, потому что вы очень спокойны. То есть у вас это как-то продвигается из года в год, старая вообще фишка. По крайней мере, со стороны. Выглядит так, что вы не особо сверх там радовались так вот спокойно. То есть это позволяет вам не особо испытывать давление, как это работает? Там, во-первых, наверное, мы бережем эмоции какие-то, но все зависит еще от людей. Со времен Авангар мы 3 человека вместе играем, и, наверное, в целом мы не особо эмоциональные. Но, например, и Киндер эмоциональный. И до этого, может, у нас были Кризен там на минорах, Димасик, Даурон, не особо эмоциональные люди. И в целом такая команда, да. Но команда — это ее игроки, и сейчас, допустим, Флит, я думаю, он эмоциональный достаточно. И у нас уже 2 игрока, которые могут заряжать там какими-то эмоциями. И может получиться такой интересный микс как раз, да, спокойствия и клевых эмоций. Как ты сравнишь свой состав, вот состав Авангард тогда, когда вы играли на мажоре в прошлом, и сейчас Virtus.pro? Насколько это другая команда, в чем главное различие, в чем вы стали сильнее? Мы стали сильнее, мы стали опытнее в том плане, что мы уже много подумали об этой игре, как можно играть, и у нас там много сценариев того, как мы проигрывали, выигрывали. А когда мы играли прошлый мажор, у нас была просто одна вещь, в которую мы верим, мы ее играем. А другие вещи мы, в принципе, не могли использовать, но с другой стороны, мы гибко могли делать одну вещь и тем самым удивлять. Но сейчас мы разноплановая, я считаю, команда, и против любой команды мы можем сыграть по-разному. Как-то так. Можно ли из этого сделать вывод, то, что у вас сейчас как минимум не меньше шансов на повторение того успеха, а то и может быть и больше на этом мажоре? Как оценишь шансы своей команды? Там как пойдет. То есть мы не знаем, может мы там переволнуемся, излишнее давление на нас, а может быть наоборот, да что нам терять, у нас новый игрок, давай просто поиграем в КС. Но шансы, я думаю, сейчас больше, чем тогда, но все может быть, не могу так вот оценить. Но учитывая то, что вы тогда дошли до финала, то сейчас все может быть еще лучше, раз шансы больше, может и выиграете. Я вам желаю хорошо провести время на этом турнире, кайфануть от игры и показать максимум, который вы способны, без лишнего давления, чтобы мы наслаждались вашей игрой. Спасибо за интервью, за то, что пришел. Ясно.